Всем привет! Наконец-то у меня дошли руки до ознакомления с Windows 11. И для людей, которые решили обновиться до этой версии, я решил поставить тему следующим образом. Минусы Windows 11 или почему Windows 11 рано устанавливать на старые ПК, а также какие проблемы эта установка вам может принести. И давайте начнем с самой основной проблемы. Это совместимость со старым железом. Обновиться до Windows 11 на старом железе будет особо проблематично. И самое основное – это наличие модуля TMP 2.0, который отвечает за безопасность и хранит ключи шифрования на аппаратном уровне. Все это сделано потому, что Windows 11 хранит огромное количество личных данных своих пользователей, в отличие от предшествующих ей версий. И само собой, огромное количество старых компьютеров этого модуля не имеет. Конечно, это решаемый вопрос путем покупки этого модуля, если есть возможность установки в ПК, что, кстати, не очень дешево. Также существуют способы обхода, и все же можно установить Windows 11 на свои компьютеры, но она не будет работать правильно. Также хочу обозначить вторую основную проблему. Это системные требования, а также нормальное обновление, допустим, с Windows 10 до Windows 11. Оно не будет происходить гладко, если системные требования у вас не соответствуют. Она просто не пропустит обновление. Я имею в виду службу Microsoft. Сюда можно включить несовместимость со старыми процессорами, а также с другими компонентами вашего системного блока. А в некоторых случаях и вовсе у вас не удастся запустить на вашей машине Windows 11, потому что ваше железо будет очень старое, и, допустим, оно не будет поддерживать ускоренный рабочий стол. Я имею в виду графическое ядро вашего процессора. И если такое произойдет, это попахивает апгрейдом вашего ПК. А нужно ли вам это или нет, уже решать вам. Следующая проблема, также актуальна для старых ПК, это совместимость драйверов устройств с этой операционной системой. Здесь опять же возникает огромное количество проблем. Если для Windows 10 были придуманы какие-то решения, чтобы установить драйвера, и чтобы впоследствии ваши устройства работали нормально, то в этом случае будут проблемы, потому что операционная система новая и ничего для нее еще не придумано. Хоть она и похожа на Windows 10, но все же архитектура у нее немного отличается. Ну и само собой здесь исключена поддержка некоторых драйверов. Ну а что говорить здесь о старой оргтехнике? Здесь и вовсе возникнет огромное количество проблем, если вы таковой пользуетесь. Ну и давайте рассмотрим еще несколько минусов, которые в принципе не совсем объективны, возможно, но все же присутствуют в этой операционной системе. Хоть Windows 11 и похожа на Windows 10, как я говорил ранее, но все же она имеет огромное количество различий в интерфейсе. Первый раз, когда я запустил Windows 11, мне вообще почему-то показалось, что она очень схожа с системой Linux. Не знаю почему, но так. Самое главное, что изменения коснулись и панели управления, и теперь, чтобы найти какую-либо настройку, вам придется потратить время. Конечно, это дело привычки, но все же. Изменено контекстное меню при нажатии правой кнопки мыши, что тоже требует привычки. Еще один неприятный пункт в Windows 11 – это телеметрия. Если в Windows 10 она казалась раньше самой жесткой, то в Windows 11 она стала еще жестче. И теперь компания Microsoft собирает данные своих пользователей. И здесь у нас пропадает уверенность в качестве хранения этих данных, то есть в безопасности. А вот теперь подумайте, стоит ли обходить TMP 2.0 модуль, если вы собираетесь полноценно пользоваться Windows 11. Меню пуск Windows 11 также претерпело изменения, и есть некоторые незначительные неприятные вещи. Допустим, то, что некоторые элементы меню пуск фиксированы, то есть их нельзя изменить, в отличие от Windows 10. Это на самом деле не очень приятно, потому что не всем нужны эти стандартные фиксированные функции. В чем смысл такой задумки, на самом деле загадка. Если система развития говорила о том, что нужно давать пользователю больше возможностей изменять свою операционную систему, то почему не откатились назад, тоже непонятно. Также, что немаловажно, в Windows 11 не работают COM-контроллеры. В Windows 10 тоже наблюдалась эта проблема, но не всегда. Но проблема до сих пор не решена и в этой версии. Кстати, вот еще что. Нет поддержки LTP-контроллеров, которые полезны были для старых принтеров. Что еще здесь можно сказать? У нас здесь нет поддержки старых драйверов с внешней проверкой, не поддерживаются 3D принтеры и CNC машины. Еще одно из нововведений: теперь любое сетевое устройство будет проверяться защитником Windows. И если нет такой проверки, то и работать оно не будет. Что касается совместимости приложений и игр с этой операционной системой, то в принципе здесь проблем мало. Но все же они встречаются особенно на старых версиях программного обеспечения. А некоторые приложения и игры и вовсе распознают Windows 11 как Windows 10, что наводит на мысль, что платформа осталась старая. Вот такой список минусов нас ожидает в новой операционной системе, что подводит нас к итогу, что если ваш ПК старше 3-5 лет, то над установкой новой операционной системы придется попотеть, и кроме графических изменений вы ничего нового не получите. Ну, конечно же, кроме новых проблем.
Конечно, мой взгляд может быть субъективен, да я и сам надеюсь, что он субъективный и не совсем верный, что Windows 11 все же сможет нас удивить, но все же я должен был вас предупредить о новых проблемах в этой операционной системе, чтобы очередной пользователь подумал, а стоит ли ему устанавливать эту операционную систему на старую машину, если есть замечательная Windows 10, а тем более и Windows 7. Так что думайте. А также надеюсь, что Windows 11 не будет ждать участи Windows 8, поскольку Windows 8 после Windows 7 совсем никуда не зашло и получило такое клеймо неудавшегося проекта.